Друзья, приветствую вас! Это обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, куда направлены основные индикаторы движения рынков. Это раз. И во-вторых, рассмотрим, какие позиции SOT SFTC, а также какие позиции на форте ММВБ и куда предположительно будет движение рынков на предстоящей новой, наконец-таки рабочей, настоящей неделе. Давайте начнем с индекса страха и волатильности. Ужас. Текущая неделя, это недельный таймфрейм Викса, закончилась тем, что он ушел к минимальным значениям. Вот эта разворотная формация на рост, она не сработала, но тем не менее и уверенного пробития 21,5 не произошло. Поэтому, с моей точки зрения, на текущий момент времени мы находимся в консолидации по Виксу. Если рассматривать недельный таймфрейм, то размер этой консолидации сверху 28, 28,5 и снизу 21,5, 20. Для того, чтобы однозначно можно было сказать, что риск-он продолжается и рынки будут расти, для этого нужно весомое снижение ВИКС. В данной ситуации, поскольку мы слишком долго крутились вокруг 21,5, нужен более глубокий заход вниз. То есть пробой диапазона 21,5-20 и соответственно уход под 20. Вот если такая ситуация происходит, то это будет говорить о том, что действительно на рынках продолжается банкет и безудержный рост станет еще более безудержным. Продолжение какого-то роста, как мы с вами видим, рынки пока не останавливаются, несмотря на периодические просадки, оно вполне может происходить и при текущих значениях Викса, диапазон 21,5-25. Вот. Но в этой ситуации, в текущей, мы будем периодически такие мощные откаты получать. В том случае, если будет пробитие вот этого диапазона, то мы получим наиболее вероятно значительный и очень сильный рост рынка американского и других рынков. На чем мы сейчас растем? Мы сейчас растем, конечно же, на ожиданиях. Рынки всегда растут на ожидании. На ожидании то, что произойдет наконец выход из рецессии, из коронавируса, и на том, что печатается и будет печататься еще больше денег для того, чтобы выйти из этой рецессии. Здесь, что примечательно, есть два ключевых события, которые на этот процесс, связанный с ожиданием вливаний в рынок, могут очень ощутимо повлиять. Первое событие – это инаугурация американского президента. Здесь получается точка отсчета она выполняется, и на фоне ее выполнения мы можем получить ощутимый коррекционный откат. Поэтому на следующей неделе, я думаю, все вопросы не решатся. И здесь надо ориентироваться на 20 января, когда будет инаугурация Байдена. Вот в районе этой даты могут произойти значительные сдвиги на финансовых и фондовых рынках. Я не думаю, что ситуация с тем, что устроил Трамп, она как-то ощутимо повлияет на рынки. Я думаю, это мероприятие, это событие, оно очень быстро сотрется, и скорее оно будет иметь негативный характер для самого Трампа, нежели для финансовых фондовых рынков и тем более для экономики. Так, друзья, далее недельный таймфрейм индекса доллара DXY. Смотрите, что здесь примечательно. Мы никак не можем идти вниз и пробить 88,5, 88,1. Вот здесь диапазончик. Соответственно, пробитие этого диапазона будет указывать на то, что ускоряется риск-он, ускоряется переток из долларовых активов в активы других валют. И, соответственно, такое движение, оно будет очень благоприятно оказывать влияние на рост российского рынка, скорее всего, если не геополитические риски, на укрепление рубля. Но пока этого события не происходит, пробой этого диапазона и начало нового сценария, и чем дольше мы находимся вот в этой консолидации, которая сейчас обозначилась, это 89, 27, 90,5, тем больше вероятность того, что в обозримом будущем, месяц, два, три, отсюда будет выход наверх и тестирование 91,5. На текущий момент, в ближайшее время,
в наибольшей степени, с моей точки зрения, будет движение вот в этом консолидационном диапазоне по индексу доллара со всеми вытекающими последствиями. В том случае, если будет пробой 90,5, мы пойдем тестить 91,5, это вызовет откат на рынках, на российском рынке. Но пока не взят вот этот уровень, навряд ли произойдут какие-то серьезные события и обвалы. Вот как только он будет взят, скорее всего, наиболее вероятный сценарий, рынки посыпятся. Ну и далее, следующий момент, это пробой возможный 88,5, 88,1. Вот если это произойдет, мы увидим новую волну безудержного, безумного роста на рынках. В каком случае это произойдет? Это произойдет в том случае, если либо начнут сниматься локдауны с европейских, западных стран, либо если вакцинация пойдет ускоренными темпами и пойдет значительный спад новых случаев и смертности в развитых странах, то есть это европейские страны и Соединенные Штаты. Если такая динамика в предстоящие недели, месяц набирает обороты, то мы весьма вероятно в этой ситуации получим пробой вот этого значения и уход на 90, на 87, 85 и возможно далее на более низкие значения по индексу доллара. Именно поэтому я периодически, достаточно часто отслеживаю, что происходит с новыми случаями по коронавирусу и информацию по вакцинам, потому что вот эти новости и то, что с ними связано, оно может очень существенно повлиять на движение капитала и, соответственно, на рост или падение рынков. Так, друзья, дальше давайте перейдем к календарику. Начнем с количества активных буровых установок по данным Baker Hughes. За прошедшую неделю произошел рост, выросло на 8 единиц. В последнее время каждую неделю где-то приблизительно такой прирост и происходил. Я так предполагаю, этот прирост при текущих ценах на нефть или растущих продолжится, и здесь предел роста он в пределах 290-300. То есть по факту достижения 290-300 активных буровых установок надо либо чтобы нефть ушла к 70, либо соответственно это будет некая магическая цифра, вокруг которой они будут колебаться. Давайте теперь перейдем к сотам, соты с FTC. Выборочно я вот эти данные с инвестинга проверил, потому что инвестинг грешит тем, что косячит, периодически всякие волшебные, чудесные, непонятные данные вставляет. Вот. Но ключевые данные я сверил, вроде бы здесь никаких ошибок я не выявил. Здесь просто чем хорошо, очень консолидированная информация предоставляется, ее можно оперативно, достаточно быстро считать и понять, какая ситуация. То есть, такие ресурсы, они представляют определенную ценность, но они бывают не только инвестинг, другие тоже, они грешат тем, что они там периодически что-то путают, и их нужно хотя бы выборочно контролировать и проверять. Итак, давайте посмотрим, что у нас происходит. По меди идет небольшой спад. Небольшой спад, но это пока не значит, что мировая экономика развернулась и будет падать. То есть, скорее, вот текущие изменения вот этих позиций, это так называемые нон-коммерсы или спекули. Оно указывает на то, что определенная консолидация в позициях по меди происходит и ожидается на предстоящей новой неделе. Обращаю внимание, что вот эти данные транслируются на вторник, но они обычно сообщаются в пятницу. То есть они идут с некоторой задержкой, с некоторым временным лагом, но тем не менее они позволяют с определенной статистической достоверностью спрогнозировать движение на предстоящей неделе, особенно в ее начале. Я ориентируюсь именно на позиции нон-коммерсов, потому что в моем случае, по моим наблюдениям, для тех целей, которые использую я, они достаточно хорошо описывают систему и позволяют понять то, что происходит на рынке. Опять же, кто-то там смотрит массу других позиций, там институционалов и так далее. Тут у каждого своя методика, свое понимание. Мне для того, чтобы понять, что происходит, я ориентируюсь на позиции нон-коммерсов, но опять же, я все время отслеживаю и мониторю, какие факторы, как влияют на то, что происходит на рынке. И если я вижу, что эти закономерности не влияют, я перейду просто к другим, вот и все. Так, друзья, по нефти мы наблюдаем рост. Собственно говоря, мы в конце недели и получили рост по нефти, это было связано с переговорами ОПЕК+. И судя по этой динамике, на предстоящей неделе мы увидим
движение на 57,5 по марке Brent. То есть вполне как бы ожидаемая позитивная динамика, исходя из того, что наращивают лонги в нефти. Опять же, вот эти данные по WTI, но мы, скажем так, в силу нашей особенности оперируем Брентом, но тем не менее вся нефть, она между собой взаимосвязана. Так, далее золото. Золото, конечно, под конец недели нервишки пощекотало, ну да ладно. На самом деле здесь позитивное движение наращивания лонгов. Ну не очень большое, но наращивание тем не менее произошло. Посмотрим, как будет открытие в понедельник, но вот это изменение, которое произошло во вторник и которое тем не менее произвело к значительному снижению в пятницу на фоне рискона продолжения, я думаю, что понедельник будет определяющий. Если понедельник покажет консолидацию, хотя бы консолидацию на достигнутых значениях или рост, то с высокой степенью вероятности на новой неделе мы получим отскок и рост по золоту. Ну и соответственно по серебру. Так, ну и вот, кстати, по серебру такая же ситуация, как по золоту. Сделали ставку на рост, нарастили лонги. И поэтому мы проанализируем, какая ситуация будет в понедельник. Если понедельник будет либо положительный, либо нейтральный, высока вероятность того, что на следующей неделе мы получим отскок наверх и по золоту, и по серебру. Так, друзья, далее NASDAQ, американский хай-тексный индекс. Здесь нонкоммерсы, ну или спекулянты нарастили лонги. Соответственно, на новой неделе ожидается то, что будет рост по американскому хай-теку, по фанмагу и так далее. Но здесь есть один момент. За фанмаг в ближайшее время, как мы с вами знаем, скорее всего возьмутся и очень крепко. И как раз то, что приходят к власти демократы, которые очень любят контролировать выполнение прав, то, соответственно, здесь в ожидаемой ближайшей перспективе могут очень серьезно оказать давление на Facebook, на Amazon, Apple и на Google. Я думаю, начнется атака именно с воздействия на Google, потому что Google, к нему накопилось очень много вопросов и со стороны американских регуляторов и европейских регуляторов. Есть еще Facebook, но главное ключевое лицо в Фейсбуке проявляет высочайшую гибкость, как уж на сковородке, и пока ему удается лавировать и, скажем так, отвечать на запросы американских и европейских регуляторов, и тем самым, наверное, все-таки Facebook, он не первый, кто попадет под разделку. Итак, на предстоящую неделю ожидание рост по NASDAQ и по хай-теку американскому. Ну и, соответственно, Tesla у нас теперь играет во всех командах, и в NASDAQ, и в S&P. Так, друзья, далее S&P, здесь идет рост шортов. Ну и как раз вот мы можем наблюдать тот случай, когда наращивание шортов, оно тем не менее не останавливает рост. То есть шортит S&P, и это тем не менее все равно приводит к росту, потому что эти шортисты, они в том числе служат топливом. Но на самом деле здесь в то же время это и тревожный звонок, потому что то, что наращивают шорты, это говорит на то, что спекулянты ожидают либо очень существенного отката, либо разворота и коррекционного обвала. Именно поэтому текущие значения, они достаточно экстремальные и они рискованные для каких-то средне- и долгосрочных вложений, с моей точки зрения. Так, друзья, далее то, что касается природного газа. Несмотря на зиму, на холода, тем не менее по природному газу спекулянты наращивают шорты. Так, друзья, далее рубль. Но здесь позиции они в районе нуля. Лонги немножко срезали. Было 2000, стало меньше 1000. На самом деле, здесь с учетом того, что сейчас нету высоких значений, измеряемых десятками тысяч, здесь, я думаю, стоит ориентироваться только на пересечение нулевой линии. То есть, либо лонги, либо шорты. Пока текущие значения указывают на то, что определенное доверие к рублю есть. И, соответственно, здесь, наверное, все-таки особо резких движений в плане падения курса рубля, по крайней мере, со стороны американских спекулянтов нету. Значит, можно пока как бы не ждать обвала рубля. Но, по крайней мере, я думаю, до инаугурации Байдена здесь ситуация, она будет в боковике находиться. Да, будут движения, но я думаю, все будет
в разумных пределах, кроме тех случаев, когда вдруг вскроются какие-то геополитические риски. Вот. Но пока до инаугурации Байдена, я думаю, такого не произойдет с высокой степенью вероятности. Ну а потом какое-то время будет не до России, и я думаю, здесь более или менее какие-то серьезные меры, они только назреют к апрелю месяцу. Так, друзья, далее евро. В общем-то, самый весомый индикатор движения капитала, евро-доллар. Ну, здесь все нормально, в боковике находимся, так что, наверное, не ожидается какого-то ощутимого отката и падения в евро-долларе. Опять же, посмотрим потом в дальнейшем по графику, какие здесь ожидания в части движения. Но с определенной степенью вероятности можно допустить, что, наверное, никаких резких обвалов не произойдет, исходя из позиции ожидания американских спекулянтов. Так, друзья, РТС фьючерс, здесь ставка однозначно на рост. Ожидаю, что все-таки РТС в понедельник или во вторник 150 тысяч отработает. Сбербанк, здесь ставка на коррекционный откат. Лонги шорты нарастили. Смотрите, текущая ситуация по Сбербанку, она очень интересная, потому что мы получили двойную вершину. Либо эта двойная вершина сработает, и здесь будет значительное движение вниз и просадка. Или, если такового не произойдет, то мы получаем новое второе дыхание и дальнейший рост. И здесь уже можно будет, если мы задерживаемся на таком значении, начинаем рост, ориентироваться на фундаментальные цели, ближайшие которые это 320 и 340. Так, Газпром, смотрите, друзья, здесь ставка на коррекционный откат. Соты по газу вышли отрицательные, то есть американские спекулянты из лонговой зоны по газу перешли в шортовую. Видимо, не такая холодная зима в Европе, ну или там, может, газа перекупили. И поэтому на понедельник, по крайней мере, ожидание, что по Газпрому произойдет коррекционный откат. На самом деле здесь у него критичный диапазон 226, 227, 230, прошу прощения. Мы в этот диапазон зашли, здесь либо должно быть удержание, либо пойдет коррекционный откат минимум на 208. Так, ну и Норильский никель, но здесь только вперед, только вверх, режут шорты, соответственно ждут продолжения банкета. Так, друзья, рубль-доллар, ну здесь ставка на небольшой рост со стороны юридических лиц. Скорее всего, я думаю, здесь будет боковик. При такой нефти будет движение в боковике, потому что рублю, судя по всему, особо укрепляться не дают, исходя из бюджетного мироощущения, наполнения бюджета и так далее. С другой стороны, как бы пока не врубили никакие санкции, геополитические риски не выросли, вполне как бы в боковике туда-сюда ходить. Но цели по рубль-доллар мы обсуждали и отдельно еще посмотрим. Евро-доллар. Здесь юрики делают ставку на то, что евро все-таки откатится и сходит к нижней границе в понедельник. Соты SFTC это на начало недели, на всю неделю. Позиции юридических лиц на МВБ Фордс действуют один день или полдня. То есть понедельник, либо понедельник до обеда. Так, друзья, евро-рубль. Здесь ставка на то, что евро к рублю будет расти. Британский фунт. Здесь у юрлиц ставка на коррекционный откат и ослабление фунта к доллару. Так, далее нефть. По нефти ставка на продолжение роста. А серебро. Здесь ставка на то, что серебро будет проседать. Причем ставка очень сильная. Золото. Опять же, здесь ставка на то, что золото будет продолжать проседать. Посмотрим. Понедельник по металлам, я думаю, будет определяющим. Либо начнется консолидация по золоту, не будет уход 1825 и ниже. И, соответственно, в этом случае набор позиций и отскок. Либо, если 1825 будет пробито, то мы увидим дальнейшее движение вниз. И здесь уже дно это 1800 или 1752. Так, ну и вот природный газ. Здесь соты вышли негативные, то есть спекулянты ждут просадки природного газа. Но, тем не менее, юридические лица на Фордсе на понедельник делают ставку на рост цен на природный газ. Лонги наращивают. Друзья, ну и чтобы быть в курсе событий, подписывайтесь на мой YouTube и на мой Telegram канал. Спасибо за внимание. Удачи!